Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной смотрите это видео. Сегодня мы с вами поговорим о бюджетных клонах люксовых парфюмов. Сразу хочу сказать, что покупать копии, не покупать копии – это личное дело каждого. Копии, конечно же, иногда делаются преднамеренно. Так, я думаю, бывают случаи, когда это случайные совпадения. При этом копии есть и среди парфюмов плюс-минус одного ценового сегмента, но это, конечно же, не так интересно. Всегда приятно найти точную копию дорогого люксового парфюма или ниши. И о таких ароматах мы и поговорим сейчас. Уже давно, у меня где-то около полугода, дома лежит от Левант парфюма от Kilian Le Huvert. И нужно сказать, что рука у меня абсолютно к нему не тянулась, я даже его не пробовала, так как аромат из флакончика меня как-то не особо-то и впечатлял. И вот совсем недавно я попробовала его на себе, и каково же было мое удивление. Аромат просто колдовской, он какой-то пьянящий, манящий, очень красивый, необычный и достаточно самобытный. Красивое сочетание лакричника и абсента, и аромат не тяжелый, но при этом он такой густой, тягучий, травяной, действительно красивый. И первый раз я его попробовала сейчас, когда у нас идут дожди. И это было просто прекрасно. Я не знаю, как он раскроется в горячее время года, как он раскроется в морозы, но на дождливое время года, на прохладное время года, или же вот на такое прохладное дождливое лето, как у нас сейчас, это просто восторг. Моя ассоциация к аромату, как будто бы зеленоглазая лесная фея рассказывает вам свои таинственные сказки. В верхних нотах здесь абсент, средние ноты раскрываются лакричником и листом фиалки. В базе же пачули, ветивер, древесина и сандал. Пирамида достаточно простая, но звучит аромат сложно, интересно, многогранно. И нужно сказать, что когда я нанесла его на себя, то я сразу поняла, что нечто похожее я уже пробовала ранее. У меня был этот аромат, и мне он очень нравился. И я говорю о парфюме от Лолиты Лемпика «Маскулин». И нужно сказать, что Лолита Лемпика выпущена была задолго до появления килиновского парфюма. 45 евро за Лолиту и в районе 275-285 за Kilian. И ароматы действительно очень похожи. Это все тоже чарующее, пьянящее разнотравье в соединении с лакричником. Оба аромата являются унисекс-парфюмами. Единственное различие, которое я могу найти, это то, что все-таки Лолита как будто бы чуточку более слаще, и, возможно, поэтому, по моему восприятию, она чуть-чуть больше в женскую сторону. В верхних нотах здесь лакричник, фиалка, анис, полынь, плющ и базилик. В средних же нотах ром, бобы тонка, миндаль и сандал. В базе ваниль, ветивер, кедр, пралине и лабданум. Ароматы практически идентичны, в то время как цена имеет существенные отличия. Я помню, как несколько лет назад аромат Андромеда от Тициана Терензи был просто на пике популярности, мега-хайповый парфюм. Ну и сейчас, конечно же, у него также очень много поклонников. Аромат очень яркий, заявляющий о себе, нескромный, с очень красивым, ярким, таким сочным, насыщенным персиком в окружении белых цветов и мускуса. Аромат шлейфовый и обращающий на себя внимание. В нем у вас просто нет шансов остаться незамеченной. Стартует иланг-илангом, травой, бергамотом и жасмином. Средние ноты – это тот самый сочный сливочный персик, лилия, цветок груши, гелиотроп, лист фиалки и роза. В базе же кашемировое дерево, амбра, эбеновое дерево, ваниль, кокос, бобы тонка и сахар. Стоимость, конечно же, совсем не бюджетная. За 100 мл вы отдадите примерно 280 евро. В то же время вы можете приобрести чудеснейший аромат Анарх от Maison Alhambra и заплатить 35-40 евро за те же 100 мл. И это действительно очень и очень похоже на Андромеду. Стойкость и шлейф здесь также на высоте. Аромат звучит так же прекрасно, что, учитывая его бюджетную цену, это просто подарок. Аромат такой же нескромный, такой же яркий, такой же притягательный и сексуальный. Хочу сказать, что пирамида здесь практически идентична. И на некоторой коже, на некоторых людях эти два парфюма практически неотличимы, в то время как разница в цене вполне очевидна.
Верхние ноты раскрываются нам травой, жасмином, иланг-илангом и бергамотом. В средних нотах персик, лилия, цветок груши, а также гелиотроп, лист фиалки и роза. В базе же все тоже кашемировое дерево, эбеновое дерево, ваниль, амбра, кокос, бобы тонка и сахар. Искренне рекомендую вам присмотреться к данному парфюму, и, возможно, он вас удивит и сэкономит ваш бюджет. И сейчас в летнее время нам хочется от парфюма какой-то легкости, какой-то свежести, яркости, чего-то цитрусового, легкого и незатейливого. При этом, конечно же, красивого, комплементарного и очень притягательного. И здесь отличнейшим выбором может стать Azur Lime от Tom Ford. Я бы назвала этот аромат достаточно простым, но нужно сказать, что в этом и есть его красота. Не всегда нужны какие-то сложно сочиненные, какие-то очень такие необычные ароматы. Иногда хочется чего-то простого и понятного, но в то же время красивого. И это именно тот случай. Здесь яркие, бодрящие цитрусовые, чуточку терпкости и древесных нот. Аромат освежает, дает отличное настроение и подойдет на все случаи жизни. Здесь ноты цитрусовых, древесины, мускуса, сандала и бучу. Ну и, конечно же, все мы знаем, что парфюмерия от Tom Ford совсем не бюджетна. И я не скажу, что этот парфюм не заслуживает этой цены, но я знаю его бюджетный аналог. И совсем недавно Tom Ford я видела в магазине за 50 мл, он стоил 260 евро. И я искренне рекомендую вам аромат Under the Lemon Tree от Maison Margiela. Нельзя сказать, что это бюджетный аромат, но стоимость здесь гораздо-гораздо более приемлемая. И я бы сказала, что это такой доступный люкс. За объем в 2 раза больше, а именно 100 мл, вы отдадите 130 евро. В то время как, напоминаю, Tom Ford за 50 мл 260 евро. Разница в цене вполне ощутима. А вот сами ароматы действительно очень и очень похожи. Звучит очень красивыми, такими натуральными, яркими, бодрящими цитрусами, чуть-чуть терпкости, чуть-чуть древесности. Это все тот же аромат, но по гораздо более приемлемой цене. В верхних его нотах лайм, бергамот и петитгрейн, в средних нотах зеленый чай, мате и кориандр. В базе же мускус, кедр и роза. Но на этом у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо огромнейшее за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. Кто еще не подписался, пожалуйста, подписываемся. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного дня и отличного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!